Всем доброго утра. Вы все знаете, что я работаю до утра и очень часто застаю восход солнца. Видите, вот там восходит солнце, и у него лучи распространяются. Очень четко видно. Сейчас еще приближу. Да, вот таким образом. Вы знаете, солнце – это не просто небесное светило, и это не просто огромный космический огонь. Солнце когда-то было богом. У греков его называли Гелиос, который каждое утро на золотой колеснице мчался с одного конца Вселенной на другой, и как раз проходил день. У древних персов его звали Иоздан. Солнцепоклонство, огнепоклонство у многих народов мира, у армян в частности, или езиды, например, которые до сих пор огнепоклонники, народ, который резали, терроризировали, но не смогли искоренить из их души огнепоклонство или поклонение солнцу. Те же самые утренние молитвы, которые сохранились у восточных народов, это приветствие солнца, когда солнце восходило. И утренние молитвы менялись временем, смотря в какое время восходило солнце. Зимний период был, летний период. Что-то у нас тут проезжает шумно. Армяне поклонялись солнцу, огню, как и многие восточные народы. Говорят, для того, чтобы определить, кто из взятых военнопленных армянских воин, сажали всех вокруг огня. И тот, который перемешивал костер, угли, тот был армянин. У нас уважение к огню. Мы даже называем семью оджах, очаг. Вот восходит солнце. Очень многие ритуалы связаны с восходом солнца. Мне, например, в детстве, я как-то рассказывала, что у меня от страха перед гусеницей высыпало просто, все ноги высыпали, и меня отводили к нашему родственнику, который лечил определенными камнями, значит, травами, огнем. И вот он звал к себе ранним утром, прям 5:30. Это было для меня смертоподобно, но меня никто не спрашивал. Меня вели туда, значит, вели по росе, а потом он лечил. И 3 дня подряд я шла к нему, пешком причем надо было идти. И у меня это все вылечилось. Если у кого-то работа связана с ранним пробуждением, может, глядя на солнце, говорить, как ты восходишь, как ты поднимаешься на горизонт, великое солнце. Так пусть мои дела идут вверх, поднимаются, и пусть я сверкаю, как ты. Есть другой заговор на красоту. Как все, старый млад, любуются солнцем, так пусть любуется весь мир мной, моей красотой. Или как вечно солнце, так вечны мои доходы и мои победы. Или до тех пор, пока солнце восходит, никому моих дел не перебить, никому моих слов не пересказать и так далее. Эти ритуалы касаемы как простых людей, так и практиков. И вот уже восходит солнце. Я первый раз, когда увидела в степи солнце, у нас обычно солнце восходит из-за гор. И вот я помню, что я первый раз проснулась, точнее мы с сестрой проснулись в степи в России, увидели огромную-огромную степь. Это еще в детстве, когда мы приезжали, уезжали к отцу сюда. И вот огромная степь, и выходит красный такой огонь, ну просто вот неописуемая такая была панорама. Мы как начали кричать, что земля горит. Мы действительно испугались, потому что мы такого восхода солнца еще не видели.
Мы же привыкли, что солнце спит в горах и выходит из гор. Вы знаете, дорогие друзья, когда люди начинают обсуждать национальность, религии и прочее, там цепляются к разным, скажем, к цвету кожи, к цвету волос, мне настолько смешно, потому что общечеловеческие понятия, общечеловеческие ценности у нас едины. И люди талантливые, люди, которые образованы, люди, в которых есть благородство, в которых есть порода, эти люди могут понять любую нацию, могут прочувствовать любую культуру, пронестись через себя. Потому что очень многие фильмы, очень многие книги о народах, скажем, Востока были написаны и сняты народами Европы, народами Азии. Помните фильм «Монгол», да, Бодрова? Ну, как надо было прочувствовать, чтобы снять такой фильм, ведь он же не монгол. Однако в этом фильме чувствуется некая гордость, что ли, за монголов. Это говорит о том, что талантливый человек, он может понять, прочувствовать любую культуру. Поэтому разделение людей на наших и чужих – это самая примитивная вещь, которая существует. Вот я любуюсь солнцем и вам показываю солнце. Имеет ли значение, к какой нации мы относимся, каждый из нас? Разве каждый из вас не понял меня и не ощутил вот это вот величие, вот этот момент в себе, через себя не пронес? И какая разница, да, какой нации этот человек принадлежит? Есть общечеловеческие ценности. Вот солнце – это тоже самая общечеловеческая ценность. Кстати, я могу сказать, что у восточных народов солнце не просто поклонение, не просто источник энергии, вселенская сила. Солнце есть во многих именах. Например, у армян есть имя Аревик, что означает солнышко. Арпи означает солнце. Есть имя Хай-Арпи, что означает армянское солнце. Арек означает солнце. У армян бог солнца, Арек, каждое утро на своем золотом льве скакал от одного конца вселенной до другого конца. Помните сын солнца Фаэтон, который не рассчитал своих сил и упал, разбился, согласно древнегреческим легендам. Я просто хочу, чтобы вы полюбовались вот восходом солнца. Сейчас солнце поднимется. Я прекращу съемку, потому что слишком долго это будет длиться. Но в любом случае, вот я вам подарила и восход солнца. Потому что очень редко кто в рутине проблем, вот он кружится, у меня такое ощущение, я смотрю на него, как крутится, вокруг него такое кровавое пятно образовалось. Может, потому что глаза устают, когда долго смотришь на такой яркий свет. В любом случае, в нашей жизни мы гонимся за выживанием, мы гонимся за работой, за деньгами, за карьерой, и не замечаем тех великих древних явлений, которые на самом деле и составляют ценность жизни. Не зря многие люди иногда, уставая от этих волчьих законов, джунглей, от преследования, от всего, уходили просто на природу, жили в шалаше и наслаждались жизнью. Они действительно наслаждались жизнью, потому что мы родились в этот мир, чтобы наслаждаться жизнью, но мы не наслаждаемся жизнью, мы просто пытаемся выжить, мы думаем о завтрашнем дне, мы переживаем о детях. У нас постоянно то войны, то катаклизмы, катастрофы. Нам некогда остановиться, например, полюбоваться восходом солнца. Согласна? А ведь это вечные такие явления, которые до нас видели много тысяч лет, многие поколения. Вот представьте, что ваши глаза, например, видят то, что видели люди, скажем, много тысяч лет назад. Вы видите то же самое, то есть вы смотрите на солнце их глазами. К сожалению, чем больше знает человек, чем более развитый, талантлив, тем больше ему, тем тяжелее жить в этом мире. Тяжелее жить среди шакалов, тяжелее жить среди людей бездарных, среди людей завистливых.
И вообще, знаете, в наше время почему-то вот мы живем вот по понятиям совковым, извините уж за выражение, что все, кто стремится вперед, это все буржуи проклятые и прочее, прочее. Это смешно. Мы пока не научились тому, что подниматься в этой жизни нужно на своих ценностях, на том, что ты себя представляешь, что в этом мире надо прославиться своими талантами, а не тем, чтобы унижать и обсирать чужие таланты. Понимаете? Что сказать вам? Вот символ космоса, символ Вселенной. Тот самый бог Солнца, Гелий, Орег, который поднимается, греет землю. Ведь Солнце греет и хороших, и плохих, да? Как сказано в Библии, если кто читал, не спрашивая, кто достоин Солнца, кто нет. Когда-то Юлий Цезарь сказал, среди мертвых много тех, кто достоин был жизни. Однако среди живых много тех, кто достоин смерти. Это вот истина жизни. К сожалению или к счастью, или увы, как хотите, но это так. И принцип мироздания мы не сможем изменить. Не от нас зависит. Мы приходим в этот мир просто жить своей жизнью, оставить свое имя и уйти. И как о нас будут думать, наверное, это и есть наша заслуга, собственно говоря. Вот солнце уже восходит. Испокон веков народы приветствовали солнце. Давайте мы поприветствуем солнце, великую светилу. Да? Славься, солнце, даритель тепла, света, радости, жизни. Да будет так. Полюбовались? Вот и обращайте внимание побольше на прекрасные моменты в жизни и поменьше на темные стороны жизни. Потому что, как сказано в одной армянской песне, неудачливые дни приходят и уходят, как зима. Вечно не остаются. И жизнь уходит. Вы знаете, если в жизни хороший уходит, то плохой уж уходит тем более. И это пройдет, сказал Соломон. Вот, собственно, и все. Птички поют. Вроде бы сегодня будет жаркий день, потому что солнце уже изначально агрессивно красное. Всем удачи сегодня, всех благ. Пусть солнце вас всех греет.